Собрались на Иссык-Куль, Кыргызстан. Вот взял жесткую сцепку на всякий случай. Вдруг где-нибудь встрянем. Дорога не близкая, туда-обратно где-то нам 1500 километров надо будет проехать. Так, у нас сейчас полный бак, 405 километров показывает. Обнулили трип А и трип Б. Общий пробег 23 287 километров. На данный момент расход у нас 17 киловатт на 100 километров. Ехать нам примерно 750 километров до Иссык-Куля. Заправки у нас будут по дороге в Таразе и в Кордае. В Бишкеке заночуем и там тоже зарядимся. Ехали в город Тараз. Проехали 166 километров. Ну, нам еще где-то 180 будет в итоге. Едем с профицитом небольшим. Около 10 километров. По трассе ехали не более 80 километров в час. И если ехать с такой скоростью, то получается расход и прогноз будет 1 к 1, даже небольшой профицит. Так, вот мы доехали до розетки. У нас получается вот медленная зарядка. Сейчас будем заряжаться. Прошло около 4 часов. Мы, получается, зарядились почти сейчас на 100%. Так, 6 минут осталось. Сейчас до 100% доведем. Вот уже 100%. Значит, по стоимости 60 тенге за 1 киловатт. Стоимость заправки на данной станции. Адрес станции будет в описании. Так, все, зарядились на полную. Теперь едем на Кордай. Где-то около 310 километров нам надо проехать. Добрый путь. Так, вот мы находимся сейчас 100 километров от Тараза, города Тараз. Расход у нас 1 к 1. Выезжали было 405, стало 305. Проехали 100 километров. Ну, компьютер показывает примерно такой же расход. 14 киловатт показывает на 100 километров. Так, вот проехали 200 километров. Получается запас такой же, расход в общем один в один, как прогноз. Стал так 206, выезжали 405. До Кордая осталось 54 километра, до Бишкека 80. В принципе, до Бишкека даже можем дотянуть. Мы решили не рисковать и заправиться в Кордае. Вот тут подъехали к зарядке. Хан Авто, магазин автозапчастей. Здесь она находится. Получается, хозяин должен дать, карточкой разблокировать, и пойдет зарядка. Сейчас подождем. 20 киловатт зарядка. Значит, ставил я, получается, скоростная GBT. Китайские электромобили могут заряжаться. В общем, подключили мы станцию. Вот, уже на 4% поднялась. Не знаю, минуты за 5, наверное. Ну все, час прошел. Мы зарядились до 49%. И сейчас едем на границу, переходим границу и в Бишкек. Так, утро следующего дня. Мы не стали ехать на Иссык-Куль. Вернее, мы заранее планировали остановиться в Бишкеке. Сейчас вот заряжаемся на скоростной зарядке. Технопарк называется. Решил заснять такой факт, что не только в Казахстане, но и в Кыргызстане тоже ДВСники паркуются, где зарядные станции для электромобилей. Поэтому
данная болезнь или культура не только в нашей стране есть, но и в Кыргызстане тоже. Ну что, машина зарядилась на 100%. Выдвигаемся в сторону Иссык-Куля. Добрый путь. В Кыргызстане уже не экономим электричество. Здесь зарядок полно. Все для электромобилей сделано. Сейчас вот через 50 километров будет скоростная зарядка. Зарядимся там. Вот. Поэтому вот расход у нас тут увеличенный. Но нас это не волнует. Еще и кондер включили. В общем, как люди едем в Кыргызстане. Получается, в Бишкеке, в Кыргызстане вот, такси, электромобили тоже заряжаются, едут в Иссык-Куль. Это у нас Донгфэнг, по-моему. Нави такси. Так, зарядная станция выдает тоже 40 киловатт. Ну, сейчас минут 10 подзарядимся и поедем в Иссык-Куль дальше. В Кыргызстане, конечно, ездить одно удовольствие. 120, 110, спокойно, не переживая, что кончится электроэнергия, потому что каждые почти 100 километров есть быстрые зарядки. Тут они вообще красавчики. Так, ну что, мы добрались до места нашего проживания. Там вот где-то мы живем. Получается, что расход у нас 17 киловатт на 100 километров вышел. Но обратно будем ехать уже по другой дороге, не ночевать в Бишкеке. Через другой будем пограничный пункт проходить. Постараемся добраться до дома за один день на обратной дороге. Забыл отметить, что от Бишкека до Чолпан-Аты, Иссык-Куль, мы проехали 263 километра. А общий километраж, это с города Шымкент до Чолпан-Аты, 798 километров. Вот так. Вот Иссык-Куль.